Добрый день, мои дорогие зрители! Сегодня я пытаюсь снять второе видео на своем канале. Не менее интересное, чем видео про Иван-чай. Опять я пришла на свое любимое озеро. Сейчас я вам его покажу. Вот оно. Это лесной водоем. Рыбаков здесь нет. Тихо, спокойно. Озеро очень красивое. Вот где-то крякает утка. Летают стрекозы, поют птицы. Решила вам показать еще одно удивительное средство, так сказать, лечебное, которое связано с таким деревом, как сосна. Вот сосна. Посмотрите. Вот так цветет сосна. Она выпускает такие шишечки, как бы молодые побеги. Вот сейчас они в таких, как пупырышках. Эти пупырышки потом опадают, и получаются молодые побеги, веточки молоденькие. Так вот, эти шишечки содержат пыльцу. Пыльца это очень целебная. Вот она, видите, какая. Вот пока еще кое-где они есть, а потом они превращаются вот в такие вот побеги. Пыльца еще это есть. И вот эти шишечки надо собирать с этой пыльцой, с этими желтенькими комочками, которые, которые сидят вот на этих, вот они еще не опали. Это собирают сосновые почки как-то, но сосновые почки я уже не успела собрать, а вот эти шишечки сейчас буду собирать и принесу домой, покажу, что делать с ними. Очень целебное средство от кашля, от бронхита, от легочных заболеваний. Вот, сейчас я взяла ножик и вот буду стараться очень... Видите, вот оно, смотрите, как осыпается. Вот так аккуратненько их срезать. Пускай это рыженькое будет. Дома вы его аккуратно, вот оно, видите, обберете. И потом я покажу, что дальше с ним делать. А пока я буду собирать. Это красивейшее озеро окружено целым кольцом цветущего багульника. Вот он. Вот сейчас я вам еще покажу. Вот буквально вдоль озера заросли багульника. Вот они. Весной я приходила, собирала здесь багульник. Осенью приходила, собирала багульник, веточки. То есть, листики так называемые. А когда пришла сейчас собирать вот эти побеги сосны, то увидела необыкновенное чудо. Такие нежные, красивые цветочки. Но за этой нежностью кроется большой обман. В таких зарослях багульника, где его особенно много, и такое буйное цветение, больше часа, к сожалению, находиться нельзя. Багульник очень сильно расширяет сосуды. И человек, не заметя сам по себе, когда он находится в зарослях, он может вплоть до того, что потерять сознание и пролежать несколько часов
Ну, то есть отравиться. Багульник токсичное растение. Поэтому нежность это обманчиво. Ну, я все-таки решила насобирать немножко цветочков и быстренько отсюда уйти. Потому что чувствую, уже начинает кружиться немножко голова. Ну, так еще терпимо. Так что времени особо здесь рассказывать невозможно. Вот я покажу, как я их собираю. Ну, срезаю вместе вот так, с венчиками. Вот такие вот. Вот они. Вот, видите? Срезаю ножиком. Но это надо делать очень-очень быстро. Потому что за всей этой красотой таится дурман. Еще раз покажу озеро. Красота необыкновенная. Так стрекочут стрекозы и поют птицы, что не хочется отсюда уходить. Но надо быстренько собирать и уходить. Потом дома я покажу, что дальше делаю. Все, пока все. Когда я пришла домой, я вот эти шишечки, вот они, перебрала от иголок, отобрала вот такое рыженькое здесь, как оно, не знаю, нарост такой, налет рыженький отобрала, перебрала их, вот они чистенькие, аккуратненькие, взяла сухую баночку, и сюда их аккуратно укладываю. Вот так вот укладываю. Плотненько. Плотненько все укладываю в баночку. Эти шишки. Так. Даже вот маленькие, которые посыпались, я все равно их от иголок отобрала, потому что они тоже ценные. Это очень ценное сырье, у них тоже много. Вот даже все остаточки, все аккуратненько складываю. Вот наверх их засыпаю. Наверх их засыпала. И теперь заливаю это все сиропом сахарным. Сахарный сироп готовится 1 к 1. Литр воды, килограмм сахара. И довести до кипения, чтобы оно прокипело. Теперь эту баночку закрываю крышкой и ставлю в холодильник. Оно должно настаиваться. Ну, где-то, наверное, недели 2, наверное, будет настаиваться. И получится такой вязкий сахарный сиропчик такой лечебный. Ну, и потом, когда настоится, употреблять там с чаем. Так. Цветочки багульника. У меня такой приспособлен ящичек. Я постелила бумагу, собранная багульника. Здесь он будет сохнуть. Тоненьким слоем раскладываю. Вот такие вот цветочки эти багульника. Здесь они будут сохнуть. Не нужно ни в сушилку, ни в духовку, никуда. Тоненьким они высохнут здесь, в этом ящике. Потом складываете их в такой пакетик. Я вот такие пакетики делаю, собираю от сахара. Лучше всего складывать. Пишу, значит, такую бумажечку приклеиваю. Цветы багульника, ставлю число, просто сушеные. Багульник обладает сильнейшим бактерицидным и противовоспалительным свойствами обладает. Поэтому, так как он токсичный, добавляется очень малое количество. Вот буквально такой цветочек. Добавляется либо к зеленому чаю при заваривании. Ну, если вы хотите, можно и к обыкновенному черному чаю добавить. Но по одному единственному цветочку добавляется.
Этого достаточно. Этого достаточно. И то желательно на ночь. Потому что днем, ну, неизвестно, как он оказывает это. Вот так как он сильно успокаивает, то на ночь будет хороший сон. И заодно он проявит все свои действия. Значит, потом ссыпаете сюда в пакетик, закрываете его, и он сохраняется. Целый год они могут храниться, эти цветочки. Ну вот так мы лечимся от кашля, от простудных заболеваний. И при просто недомогании или чтобы хороший сон был, вот такое действие оказывает багульник. Ну, лечитесь, выздоравливайте, собирайте. Это натуральное лекарство, заменяет антибиотик и оказывает хорошее действие на организм человека. Ну, опять же, с особой осторожностью и аккуратностью. Всего доброго. Спасибо.